Ситуация в Сирии – это уже самый ближний плацдарм для того, чтобы распространить действия террористических организаций, действия вооруженных банд формирования на территории Российской Федерации. Сирия – это прообраз Российской Федерации с его многонациональным и, самое главное, многоконфессиональным компонентом. На самом деле там одна из самых древнейших православных церквей, дружественных Русской Православной Церкви, исламская община Сирийского государства, Сирийской Республики. И вот эти вот общины, находящиеся несколько столетий, тысячелетий в мирном сосуществовании, взаимодополнении, взаимоуважении культур, и все это сегодня подвергается страшнейшим гонением, разрушением. Разрушаются сегодня церкви, разрушаются монастыри, мусульманские святыни. Ведь не секрет, все, что до этого происходило в Ливии, в Тунисе, в Мали, все, что происходит сегодня. Ведь религиозные фанатики, экстремисты борются с историей, с наследием, с культурой народов, проживавших в конкретном местности более тысячелетий. Все, что сегодня происходит в Ливии с разрушением мавзолеев святых, усыпальниц, в Мали с разрушением памятников религиозной культуры, религиозной истории, насчитывающей несколько столетий, являющиеся памятниками под охраной и ЮНЕСКО, и являющиеся мировым наследием. Вот эти варварские истребления тысяч и сотен тысяч людей, все, что до этого происходило в Ираке, уничтожение более 1 миллиона мирного населения. Безусловно, это катастрофа, которая может прийти и на сирийскую землю. Да, и сегодня там очень много смертей, очень много убийств. Совсем недавно террористы взорвали внутри мечети одного из, пожалуй, последних величайших богословов и учителей современности Саида Мухаммада Рамазана Аль-Буты, который был взорван во время урока со своими учениками. Одновременно погибли 45 его учеников, более сотни отправлены в больницы в тяжелом состоянии. Это как раз и свидетельство того, что может прийти в полномасштабно на сирийскую землю, на земли благословенного Билада Шам, ну и в дальнейшем распространение и по Северному Кавказу, и в целом по Российской Федерации. Возможно ли бороться с экстремизмом? Вполне возможно, если каждая из стран-участниц Организации Объединенных Наций или Совета Безопасности хотя бы будут придерживаться общих стандартов, прекратят финансирование боевиков. И вот последний вопиющий случай, специалисты говорили о связях Аль-Каиды с тем, что происходит на сирийской земле. Вот последние дни и Аль-Каида, и сирийские боевики признали существование взаимных связей и договоренностей о совместных действиях. Поэтому эта международная банда, финансируемая, к сожалению, западными странами, поддерживаемая Францией, Англией, Америкой и другими государствами. И если двойные стандарты будут убраны, то вполне возможно достижение мира и на этой благословенной земле. Поэтому с экстремизмом можно бороться только сообща. Если одна из сторон воюет, страдает, а вторая финансирует, то вполне возможно, что мировое сообщество имеет право и обязано применять и другие меры и на воюющей территории, и в том числе пользуясь и уставом международных сообществ, международным законодательством, применять определенные меры воздействия для тех, кто поддерживает мировой терроризм, мировой экстремизм.